Привет, меня зовут Саша, и я из Санкт-Петербурга. Рядом со мной Ангелина из города Пермь. Мы сейчас находимся в Турции, в городе Алания, на крыше самого эффектного дома в центре этого города. Прямо сейчас мы собираемся пить чай, беседовать, поэтому вперед! Кстати, Ангелина, как по-турецки будет вперед? Насколько я знаю, или ри, или директ. Директ, друзья. Ангелина, вот у меня к тебе такой первый вопрос. Сейчас, в тот момент, когда мы снимаем это интервью, время 9 часов утра. Вообще, для Турции что это за время? Это время завтрака, это время, когда люди приходят на работу, или это время, когда люди уже вовсю работают? На самом деле, для всех по-разному. В основном, то есть, все приходят на работу, и, как правило, у всех завтрак начинается тоже на работе. По счастливой случайности я был на завтраке, на который приглашали вы меня, и, конечно, меня очень сильно впечатлил тот факт, что все завтраки в основном проходят на улице, на свежем воздухе, всегда очень вкусный, свежий хлеб, оливки. Вот это вообще такая добрая традиция в Турции делать именно такой завтрак? Конечно, на улице, во-первых, потому что погода позволяет, и приятно на улице находиться в это время. А по поводу оливок и всего того, что на столе, во-первых, в Турции хлеб очень вкусный. Всегда свежий, горячий. Грех такое не попробовать. Это действительно так. Я прям мучаюсь от того, что все мучное изделие здесь очень вкусное, и я прям покупаю регулярно и каждый день свежее. Перед тем, как я начну тебе задавать вопросы, я бы хотел наших друзей ознакомить с тем, почему я решил тебя пригласить на беседу. Многие наши друзья уже знают, что я приехал в Турцию по путевке. По ней прожил 7 дней в отеле, а потом мне захотелось здесь остаться на подольше. И я начал искать жилье для того, чтобы снять здесь квартиру, и я обратился к тебе, так как ты работаешь в агентстве недвижимости, и мы с тобой подружились, пообщались, и мне показалось, что твоя история вообще переезда в Турцию и твоей жизни сейчас в этой стране могла бы быть интересна и зрителям нашего канала. Первое, с чего хочется начать, давай немножечко расскажи о себе и, самое главное, о своем городе, из которого ты уехала. Я из города Пермь, с Урала, с центра, с России. У меня город такой промышленный, на самом деле, много заводов. И почему я переехала? Потому что как-то по специальности вообще инженер-технолог. И, моя задача, в принципе, если идти по специальности работать, то на завод, куда мне и не хотелось. В принципе, не увидела перспектив оставаться там, и поэтому решила перебраться. Я думаю, что все мечтают перебраться к морю, в теплую страну. Это же, все равно классно, жить, когда тебя окружают иностранцы. А я правильно понял, что у тебя в какой-то момент именно вот эта мечта зародилась, жить у моря или жить в какой-то теплой стране? Или, скорее всего, это было от того, что ты не видела перспектив именно в своем городе? Для начала я просто хотела переехать куда-то, может быть, в другой город. Я даже не думала по поводу Турции, либо другой страны. А потом, просто как-то спонтанно, просто совпадение, что получилось приехать сюда. И я уже осталась здесь и живу долгое время. И на самом деле очень рада. А у тебя остались друзья в Перми? Конечно, друзей много. И с университета, и со школы. А что они тебе говорят, когда видят твои фотографии на турецком берегу? Они уже привыкли. Поначалу, конечно, круто. И, естественно, я их туда приглашаю, и много кто приезжает. А вот из тех знакомых, которые за тобой наблюдают, появились тоже аналогичные товарищи, которые захотели вдруг жить в Турции, и которым, может быть, ты уже помогла? Я недавно, кстати, была в России и встречалась со всеми. Много кто хочет приехать, и думает, что, реально, это на самом деле классно, и я рассказываю. Но у всех работа, семьи, квартиры, какие-то такие бытовые дела, из-за которых, уже ты не можешь вырваться, это уже всю жизнь, и ты туда погрузился, и остался уже в этом городе. А как получилось, что твой взгляд упал именно на Турцию? Потому что, я так понимаю, у тебя родилась идея о том, что нужно переезжать. По каким критериям ты отбирала? Нет, я смотрела, и другие страны рассматривала.
Вот. Ну, Турция, она более доступная, как бы более уютно себя чувствуешь именно потому, что много русскоговорящих здесь. То есть ты не потеряешься, даже если куда-то выйдешь. В принципе, недалеко от России, тут лететь всего 4 Это, кстати, часа. тоже, я с тобой полностью согласен. Да, действительно так. Предположим, ты все определилась, что я хочу в Турцию. А как следующий шаг? Ведь ты сразу начала искать работу, или ты сначала приехала в Турцию и уже нашла здесь работу? Почему? Потому что действительно для многих, как ты правильно сказал, есть большая мечта жить у моря, на берегу моря. Но многие не понимают, вот я приеду, а чем я там буду заниматься, а где я там буду работать, а чем я там буду зарабатывать. Вот как у тебя сложились вот эти взаимоотношения? У меня получилось так, что я сначала приехала в отель, вот тоже рядом с Аланией, кстати, тут недалеко, и просто познакомилась там с нужными людьми, оказалось в нужное время в нужном месте, которые в дальнейшем пригласили меня на работу, и как бы во второй мой заезд уже там через определенное время я приехала уже определенно сюда на работу. Ты, получается, сколько уже в Турции живешь и работаешь? Уже 3 года, получается, так. 3 года. Ты можешь сказать, что ты уже прям интегрировалась? Был ли какой-то переломный момент, или вот он сразу у тебя получился, и ты поняла, что это прям твой город, город твоей мечты, и Нет, все? ну, вначале, естественно, когда переезжаешь, немножко, ну, тяжеловато. Вот, ну, я думаю, у кого как, может, у меня это месяца, наверное, 3-4 было так, что я пока адаптируюсь. Ну, к климату, в принципе, быстро адаптироваться, ну, к людям. Может, после России какое-то недоверие было в том плане, что здесь люди, ну, реально такие доброжелательные, и ты думаешь, обманывают они тебя или нет, и как бы все равно ходишь, как бы сомневаешься. А на самом деле потом привыкаешь и понимаешь, что они реально искренне это делают. Конечно, чувствуется, я думаю, для любого, мы все тут иностранцы. Ну, то есть ты не ощущаешь себя как прямо в своем родном городе, что вот все спокойно, но комфортно. А вот как ты думаешь, кстати, это тогда получается плюс для нас, иностранцев? Почему? Потому что турки же, вот я тоже заметил, они очень так открыто относятся к иностранцам, и ты как будто бы здесь, у меня пока ощущение, что я как будто бы здесь все время на курорте нахожусь. То есть все время все пытаются тебе угодить, все время тебе пытаются оказать внимание, и то есть ты как бы получаешь от этого, ну, своего рода удовольствие. Я на самом деле думаю, что это, ну, как бы у них в этом и заложена их культура. То есть для них это не то, чтобы они тебе угодить стараются, а это просто для них жизнь. Ну, такая они для всех, для семьи, для друзей, даже не для там приезжих. Ну, они все такие, ну, как доброжелательные, реально стараются себе помочь. Ну, вот на самом деле это очень заметно. Ну, вот именно диссонанс между Россией и Турцией вот в этом плане очень заметно. Ну, давай так тогда, за вот эти 3 года, которые ты живешь в Турции, была ли у тебя хотя бы раз мысль, желание, серьезное намерение все бросить и вернуться обратно? Не знаю, по разным, может быть, причинам. Скучно, тяжело без родины, без родных? На самом деле нет. Ни разу? Нет, естественно, когда тут живешь, ну, не хватает, допустим, друзей каких-то, своих. Всех бы сюда перевести, и родственников, и друзей. Вот. А так, в принципе, ну, бывают моменты, когда, естественно, скучно, хочется с кем-то там сходить куда-то, пообщаться. Не знаю, ну, вернуться назад нет. Я бы не хотела. Ну, раз уж на то пошло, тогда попробуй сейчас подумать и все-таки назвать. Минус. Не хватает, ну, естественно, друзей и родственников. Как бы хотелось бы, чтобы, ну, побольше своих здесь было. Второй минус, ну, лично для меня, я все калькулирую все-таки еще на свою валюту. И поэтому для меня кажется, что здесь цены относительно одинаковые, как бы на все, а смотришь, что там какой-то огурцы, помидоры, там 2-3 лиры, и кажется, что это очень дешево, и все равно набираешь, потом уже переводишь, и получается, что ого-го. Как бы немножко вот у меня в этом плане все равно с валютами. Пока еще промахи. Пока еще, да. Ну, потому что смотришь на лиры, реально смотришь, ну, все дешево. Как мне взять? Ну, лично для меня это, ну, тяжело схватывать турецкий язык. Кто-то быстро адаптируется, кто-то так. Вот, но я надеюсь, что с годами все-таки у меня получится его освоить. Так как я работаю, у меня не всегда хватает времени куда-то выбраться. Хочется съездить, ну, объездить всю Турцию, потому что мест очень много интересных, разных.
с моим графиком просто не получается. Плюсы для меня это, естественно, климат. Ну, жару я люблю. Даже июльскую и августовскую? Ну, да, тут не сказать, чтобы прям такая знойная жара была, что вот умираешь и выйти невозможно. Для меня это вообще прям супер. Погода реально кайф. Вот. И что зимой, что летом вообще идеально. Вот как нужно. Следующее. Я всегда хотела выучить английский язык, а тут на практике выучила. Вот теперь свободно владею, слава богу. Классно. Вот Вот. это прям действительно Большое большой плюс. спасибо. Вот жизнь за границей, и вот как раз. Решает в этом вопросе. Да. Я сейчас тоже вместе с тобой думаю уже о плюсах. Ну вот лично для меня ощутимый плюс – это качество еды. Вот оно абсолютно точно превышает в разы то, что я ем в том же Санкт-Петербурге. Начиная, понятно, от овощей и фруктов и заканчивая даже теми же мясными продуктами, вот прям и молочными продуктами. Все просто высшего класса. Я приехал, когда сюда, у меня вот в Петербурге началась какая-то вот аллергия. Причем она была у меня, я вот даже сам не знаю. Она просто, я бы ходил к аллергологу, понятно, мне выписали большой список лечения, а я подумал, я вот сейчас уезжаю в Турцию. Думаю, попробую вообще ничего не делать, просто приехать. Приехал, все прошло буквально на вторую неделю. И я вот теперь понимаю, что, скорее всего, это либо еда, получается, либо климат. Климат, да. Кстати, много кто переезжает, вот и мои знакомые, ну, на реальных примерах могу сказать, что переезжают сюда, и благодаря климату, как бы, ни там головных болей, какие-то болезни уходят. Ну вот именно по таким, именно из-за климата, как бы, люди перебираются сюда. Ты сейчас работаешь в агентстве недвижимости, и у тебя есть начальник. Я правильно понимаю, что он турок? Да. Как вот у тебя с ним взаимоотношения складываются? То есть, потому что, я так понимаю, он знает только турецкий язык, ты русский, английский. Или он еще и английский знает? Он знает несколько языков. Ух На ты. самом деле и английский, ну вот он сам турок, получается, турецкий, по-русски он тоже разговаривает. Ну, с акцентом, конечно, но мы его понимаем. В принципе, от нас хватает, и на практике также учат. Вот. И еще говорит по-немецки. Тогда я тебе такую финальную историю расскажу, что, находясь здесь уже месяц в Турции, общаясь, разумеется, со своими родственниками, близкими, они все время задают мне вопросы, как здесь, что здесь. И я вижу, как у моих родителей проснулось желание попробовать приехать здесь пожить, потому что они тоже уже люди не молодые, хочется какого-то спокойствия, релакса, умиротворения. А глядя на те пейзажи, которые я показал вот в своих видео, у них проснулся интерес и проснулось желание. Поэтому я, пользуясь случаем, предлагаю следующую нашу встречу провести у тебя в офисе, так как ты занимаешься как раз и недвижимостью, и подбором объектов недвижимости, и поможешь либо получить какой-то домик в аренду, взять, просто пожить. И, соответственно, там я тебе задам уже более такие профессиональные вопросы, касаемые твоей деятельности. И, возможно, благодаря тебе у моих родителей появится шанс отдохнуть или пожить у моря. Да, конечно. Все. Спасибо большое. Друзья, надеюсь, вам было с нами интересно. Наша беседа подходит к концу. Солнце уже высоко, хочется бежать на пляж, купаться, загорать, поэтому не обессудьте. Всем пока!